палатка, которую можно использовать летом, и она может даже выдержать снег. Называется она Lotus 5M. Поставляется она вот в таком вот чехле для переноски. Создается впечатление, что он влагозащитный, на замке. Хлястики у чехла на липучках. Можно приобретать, можно не приобретать, но вместе с палаткой мне пришел влагозащитный пол. И я буду его тоже, естественно, использовать. Для того, чтобы соединить палатку с полом, есть специальные кнопки на хлястиках. Пока все очень просто, пока все очень легко. Смотрите, я раскладываю ее крылья. Ого, какая она здоровая, друзья. Смотрите, какая она огромная. Офигеть. Ну и значит, я думаю, что я должна зайти внутрь ее. Вот он у нас вход. Опять-таки повторюсь, палатку ни разу не разбирала. Видео о том, как ее разобрать, я тоже не смотрела. Все делаю сейчас на инстинктивном уровне. Друзья, чтобы ее собрать, а точнее разложить, необходимо вот за вот эту вот веревочку тянуть. Вот это вот толкать вверх. Теперь зафиксируем пол. Влагозащитный пол фиксируется вот здесь. Оп. Оп. И все. Последняя осталась. Вот здесь вот кнопочка. И все. И пол зафиксирован. Друзья, естественно, чтобы палатка хорошо стояла, ее нужно натянуть. В этой палатке растяжки уже продуманы производителем. Это веревки. Вот здесь вот под липучками, в специальном таком как отделении, мешочки с каждой стороны. Кстати, вот здесь вот есть светоотражающие элементы, чтобы, если что, кто-то заметил вашу палатку в темноте. Находятся веревки, которые используются как растяжки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 углов у палатки, 6 растяжек. Кроме того, что палатка фиксируется на растяжке с веревками, она фиксируется колышками еще вот здесь вот, прямо возле своего каркаса. Здесь маленькие красные хлястики, в них также колышки вбиваются для того, чтобы палатка максимально прочно стояла на поверхности. Обязательно выравнивайте дуги. Обязательно вы выравниваете ткань на дугах, прежде чем открывать сам зонт. Иначе, я думаю, можно ее даже сломать. Вот. Мы решили в ней, в своем походе, сделать комнату для отдыха, в которой будет расположен стол, в котором будет сделана кухня, в котором будут храниться все те вещи, которые должны остаться сухими в том случае, если пойдет дождь. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в чехле, в котором переносится палатка, есть карман. В этом кармане у нас лежит отличная инструкция по эксплуатации, которую нужно было прочитать сначала. Так, друзья, стала изучать инструкции по эксплуатации, открывала палатку правильно, но не догадалась, что вот эту вот штукенцию нужно зафиксировать вот в этом вот отверстии, вот здесь. И тогда веревочка никому не мешает.
Значит, вместе с палаткой в комплекте идут палатка, шнуры-растяжки были, колышки для растяжек 12 штук были, шнуры-фиксаторы были, подвесная полка. Вот это вот у нас подвесная полка. Ее можно надеть, я вообще такую штуку могу себе надеть и ходить в ней как в юбке. На себе носить могу подвесную полку. Высота палатки 2 метра 5 сантиметров. Она настолько высокая, что здесь может находиться стоя не один взрослый человек, а несколько. Сам же производитель заявляет, что в данной палатке может с лихвой разместиться целых 6 персон. 6 взрослых человек. Габаритные размеры 3,2 метра на 3,6 метра. Всего 2 входа. Один высокий большой, второй маленький. Оба закрываются на молнию и оснащены москитными сетками. Всего в палатке мы можем увидеть 4 окна. Окна открываются с обратной наружной стороны. Внутри оснащены также москитной сеткой. Окно фиксируется на кнопке. Кнопки пропускаются через длинные хлястики. В комплекте с... Кто-то там ползает. Идут вот такие вот как колышки на окнах. И вот если, допустим, идет дождь, то хочется немного света пустить в палатку, я предполагаю, что можно вот так вот просто это дело все натянуть. Так. И все. И приоткрыть. И тогда палатка будет проветриваться. Всего 4 окна. Всего в комплекте идет 4 таких колышка. Всего у палатки 6 ребер, поэтому у нее имеется 6 растяжек на веревках, 6 маленьких растяжек вот там он на красных хлястиках, 6 кармашков на каждом ребре, в которых расположены сами растяжки. Кармашки эти на липучках, и с каждой стороны на каждом ребре светоотражающие элементы. Ну и последнее, друзья, что мне пришло вместе с палаткой, это специальные стойки, которыми можно зафиксировать дверь и тем самым увеличить полезное пространство палатки. Значит, длина стоек 190 сантиметров. Собираются они очень легко, просто вот так вот вставляются друг в друга. С одной стороны вот здесь вот идет острая часть, которая втыкается в землю. Металлические стойки тоже очень легкие, сделаны из алюминия, и их длина составляет 190 сантиметров. Вот так вот они устанавливаются, растягиваются на веревочке, на растяжках, фиксируются на колышке, и получается конструкция цельная. Потом чуть-чуть разложусь. Стол, 2 стула, куча вещей, дрова, все здесь, все в палатке. В специальный вот этот вот органайзере повесила вещи, которые мне необходимы. Чуть позже еще, может, что-то подостаю. В общем, сейчас будем разбираться.
Несомненный плюс – это наличие дополнительных комплектующих. Можно установить влагозащитный пол, можно приобрести дополнительно стойки, можно приобрести дополнительные отделения, которые будут являться спальными комнатами. То есть у палатки 2019 года Lotus 5M 2 двери, и вы можете присоединять столько дополнительных мест, сколько вы хотите, сколько вам денег хватит приобрести. Понравилось, что есть москитные сетки, понравилось, что есть 4 окна для проветривания, понравилось то, что есть органайзер, понравилось то, что есть для ремонта на всякий случай запасные комплектующие. Понравился влагозащитный пол. Я не знаю, что бы мы сделали. Почему? Потому что здесь находились все те вещи, которые должны были оставаться всю неделю в целости и сохранности и ни в коем случае не становиться мокрыми. И понравилось то, что она не протекла. В отличие от той палатки зимней, которая у нас была вторая, там были расположены спальные места. Это был обзор палатки Lotus 5M 2019 года от простого потребителя. Я не изучала ее инструкцию по эксплуатации, ничего не читала, не смотрела никаких видео по разборке и так далее. Тому подобное все делалось на инстинктивном уровне. Вы могли видеть, как она разбирается, вы могли видеть ее основные особенности, и я поделилась с вами основными ее характеристиками, а также моментами, которые бросаются в глаза. Ссылку на магазинчик, в котором можно приобрести такую палатку, а также для нее дополнительные комплектующие, может быть еще какие-то товары для активного отдыха, я оставлю внизу под этим видео. Советую всегда делать выбор в пользу правильных вещей. С вами был канал Контрольная рыбалка. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока. Ну и теперь, естественно, собираем ее в обратном порядке. В первую очередь я снимаю стойки. Стойки 190 сантиметров. 190 сантиметров. О, здесь у нас еще органайзер внутри был закреплен. Отсоединяем влагозащитный пол по всему периметру. Собираем все колышки. Для колышков есть специальный пакетик. Достаем вот этот вот зонтик. Опа! И палатка почти собрана. У-ху! Складываем первый ряд каркаса по кругу. Это 6 ребер. После чего складываем оставшуюся часть каркаса.